Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, своих подписчиков. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, пожелания. Очень-очень приятно. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Узорчик универсальный. Вы берете любую пряжу, какая у вас есть, и пробуйте с данной пряжей связать сегодняшний узорчик. А у меня сегодня будет, смотрите, называется она Yarnart Super Perle. Кто уже вязал, пишите свои отзывы, нравится, не нравится. Кто не вязал, смотрите, что это за пряжа. Это 100% акрил, вот такой вот тоненький акрил, в 100 граммах 400 метров. Очень интересная ниточка, такая вот у них скруточка, приятная на ощупь. И здесь нам говорят, берите крючок 3 миллиметра. Кому понравился цвет, сразу же скажу цвет 841. На камеру передается чуть темнее, чем он есть на самом деле, он чуть нежнее. И я беру, согласно своей аннотации, крючок номер 3. Вы берете крючок согласно вашей аннотации, согласно вашей пряжи. Узорчик несложный, вы можете взять одним цветом, двумя, тремя, сколько захотите. Я покажу двумя для контраста, чтобы было понятно все прелести узорчика. Ну что, свяжем? Итак, я начну с беленькой ниточки. Так. Раппорт сегодняшнего узорчика можете набирать любой. Самое главное, чтобы кратное было 2. То есть делилось на 2 и еще плюс 1. Я возьму 30 петелек. Получается, они делятся на 2 и плюс 1 петелька 31. Понятно, да? Несложно. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 31 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот такой вот небольшой будущий образец. Далее делаем 2 петельки подъема. 1, 2. Теперь отсчитываем от крючка 4-ю петельку. 1, 2, 3, 4. Накид. Ныряем вот в 4-ю петельку. Вытягиваем ниточку. У нас на крючке 3 петельки. И теперь 3 петельки провязываем вместе. Оп. Называется полустолбик с накидом. То есть вы не провязываете полностью, да, столбик с накидом, а по 2 петельки, а сразу же 3 вместе. Накид. В следующую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку, 3 петельки и точно так же. Оп, все 3 петельки вместе. То есть у нас как бы не сильно высокий столбик, да, и не столбик без накида. Такой средний столбик. Опять провязали 3 петельки. И сами себя контролируйте. Если я набрала 31 воздушную петельку, то у меня должно получиться 31 полустолбик с накидом. Если вы набрали больше или меньше, то есть просто считайте. Количество петелек, количество столбиков должно совпадать. Первые 2 петельки подъема, которые вы провязали, это имитация этого столбика, тоже считаем за столбик. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот наши столбики, все ровненько, аккуратненько. И я провязала не до конца, то есть один столбик у меня остался. Делаю накид, ныряю, получается, в последнюю мою цепочку, да, в петельку, вытягиваю ниточку и не провязываю, потому что я хочу добавить новую ниточку. Если вы будете взять одним цветом, вы просто провязываете дальше и все. А я вот именно в последние 3 петельки провяжу новой ниточкой. Есть. И получается, вот у меня ряд закончился белой ниточкой, а начался уже такой нежно-зелененькой. Видите? Далее я делаю 1 петельку подъема, подтягиваю беленькую ниточку, поворот. И теперь сюда же, в этот же столбик, я провязываю столбик без накида. Есть. И далее теперь я в каждый, получается, столбик беленького ряда буду провязывать столбики без накида. Поняли, да? То есть ничего сложного. Нырнули в верхушку столбика предыдущего ряда, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Нырнули, провязали. Единственное, что сами себя контролируйте. У меня опять должно получиться 31 столбик. А у вас, смотрите, больше-меньше, как вы изначально набирали. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Так, смотрите, вот наш ряд столбиками без накида готов. Теперь мы должны с вами вернуться обратно к беленькой ниточке. Поэтому мы делаем 1 воздушную петельку, поворот, сюда же, в этот же столбик возвращаемся, провязываем столбик без накида 1
И опять пошли. В каждую верхушку столбика вводим крючок и провязываем столбик без накида. Понятно? Все, давайте до конца ряда. Опять же, сами себя контролируйте, считайте количество столбиков ваших. И в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши два аккуратненьких зелененьких ряда, получается столбиками без накида. И вот здесь вот я хочу переключиться на новую ниточку. Если вы не будете переключаться, вы продолжаете также вязать. А я, смотрите, опять же, две последние петельки. Оп, видите? Я буду провязывать беленькой ниточкой. Вы можете добавить третью ниточку, да, но я вернусь к первой. Итак, сильно беленькую не затягиваю, чтобы экран не зажулькать. И аккуратненько провязываю последние две петельки. Есть. Все, зелененькую подтягиваю, беленькую не трогаю. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем столбик без накида. А далее будьте внимательны. Вот наш второй столбик, да, зелененький. Опускаемся вниз. Вот он, наш второй беленький. И именно в беленький ряд ныряем. Вытягиваем ниточку, хорошенько подтягиваем, чтобы краешек не зажулькался. И две петельки провязываем вместе. Оп. Угу. Такая вот галочка получилась. Естественно, получается зелененькая петелька вот у нас, которая спрятана за белым, мы ее пропускаем, провязываем следующую зелененькую петельку столбиком без накида. Понятно? Дальше опять следующая зелененькая, опускаемся вниз, ориентир, да, до беленького ряда и провязываем опять точно так же, вытягиваем ниточку и провязываем две петельки вместе. Оп, то есть у вас получается, ну, назовем их галочки, да, вот такие вот. И точно так же получается зелененькая петелька, которая спряталась за этой галочкой, мы ее не провязываем, провязываем следующий зелененький столбик столбиком без накида. Следующий зеленый видим и опять опускаемся вниз до белого и присоединяемся, вот так вот провязываем, протягиваем ниточку, аккуратненько ее тянем, но чтобы не сильно, да, зажулькать, чтобы не болталось. Сами себя контролируем. И вот так вот чередуем. Столбик в белый ряд, столбик, видите, без накида, и столбик без накида в зеленый ряд. Опустились в белый, провязали здесь рядышком зеленый. Угу. Вот, несложно, несложно. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, ну как вам? Как ваши галочки? Здорово, да? Итак, до конца ряда провязали, закончили ряд, получается, столбиком без накида, который в зеленый ряд провязывается. Далее воздушная петелька, поворот, сюда же столбик без накида. Теперь мы провязываем в каждый столбик, вот где галочка, нырнули, столбик без накида. Там, где обычный столбик в зеленый получается, да, ряд столбик без накида. Просто возвращаемся в каждый столбик, провязываем столбик без накида. Не сложно? Не сложно. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда опять встречаемся. Так, смотрите. Вот, провязали, получается, полностью ряд столбиками без накида. И вот последние две петельки столбика без накида я буду опять возвращаться к зелененькой ниточке. Последние две петельки провязали. Зеленую сильно не тянем, чтобы экран не зажулькать. Оп. Делаем воздушную петельку. Беленькую можно подтянуть. Поворот. И сейчас опять точно так же, как мы с вами провязывали зеленый ряд, у нас получается два ряда. То есть мы идем влево. Потом возвращаемся вправо. Мы провяжем зеленый ряд столбиками без накида. Понятно? То есть два ряда. Итак, сейчас мы с вами провязываем влево столбики без накида. И самостоятельно возвращаемся вправо. Договорились? И вот здесь я вас встречу. Угу. Сами справитесь? Я уверена, что справитесь. Давайте. Так, смотрите, вот провязали два ряда зелененькой ниточкой. И я опять переключаюсь на беленькую ниточку, да, то есть сильно не затягиваю точно так же. Могу подтянуть зелененькую, беленькую нет. Далее воздушная петелька, поворот и сюда же провязываю столбик без накида. Есть. А теперь будьте внимательны. Нам необходимо будет сделать очень красивый столбик, при этом мы вот этот вот, получается, наш зелененький столбик спрячем. Каким образом? Опускаемся вниз. Помните, ниточка переключались беленькую, да? Вот мы берем эту ниточку и первую, получается, половинку нашей галочки. Берем крючком, протягиваем ниточку через эти две петельки и хорошенько подтягиваем ниточку, да, до нашего уровня белого ряда и провязываем сверху аж столбик без накида. Есть. И получается вот этот вот столбик, который идет, мы его запрятали, то есть мы его не провязываем, провязываем следующий столбик столбиком без накида. Понятно? Еще раз давайте. Следующий наш столбик. Вот этот столбик зеленый будем прятать. Итак, схватили опять галочку,
одну, галочку вторую и провязываем, подтягиваем ниточку хорошенько, провязываем с самого верха столбик без накида. Хорошо протягиваем, чтобы наш край просто-напросто не зажулькался, да? Итак, вот опять получается, наш столбик мы запрячем, мы его не провязываем, следующий провязываем столбиком без накида. То есть чем-то похож вот именно на наш ряд с галочками, да, то здесь получаются вот такие вот интересные столбики. И так далее. Провязываем до конца ряда. То есть опять взяли одну часть галочки, вторую часть галочки, ниточку захватили и хорошенько ее потянули и провязали столбиком без накида. Получается, зеленый столбик пропускаем один, следующий столбиком без накида. Все. То есть у вас получается и это столбик без накида, и это столбик без накида. Просто этот мы опускаемся аж до галочек, да, и провязываем столбиком без накида. А следующий просто обычным столбиком без накида. Несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Вот наша красота. Дальше что мы делаем? Как мы только закончили ряд, мы делаем воздушную петельку, поворот и обратно возвращаемся по всем столбикам, провязываем столбики без накида. То есть вообще здесь ничего сложного, понятно? То есть в каждый получается столбик. Вот мы увидели, да, верхушечку столбика. Нырнули, провязали столбик без накида. Угу. Все, давайте, несложно. Встречаемся в конце ряда. Так, вот провязали, получается, весь ряд беленькой ниточкой до конца. И здесь мы присоединяемся опять к зеленой ниточке. Так, две последние петельки провязали, беленькую подтянули, воздушная петелька, поворот и сюда же столбик без накида. И во все последующие наши, получается, петельки, наши столбики провязываем столбик без накида зеленого цвета. Но нам же необходимо будет опять вернуться, да, обратно, чтобы переключиться на белую ниточку. Поэтому вы сейчас провязываете в одну сторону столбики без накида зеленого цвета и возвращайтесь в обратную сторону столбики без накида зеленого цвета. Договорились? А здесь мы уже беленькой ниточкой будем продолжать делать узорчик. Итак, 2 ряда зеленой ниточкой. 1, 2. И встречаемся опять снова здесь. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали, получается, зеленый ряд 1, вернулись 2. И здесь переключаемся на белую ниточку, то есть все как всегда. Точно так же переключились. Здесь я уже сделала, получается, столбик без накида в этот же столбик, видите? И дальше наша с вами задача, мы будем повторять самый-самый первый ряд. То есть смотрим на него и повторяем, чтобы у нас прям было все одинаково. Столбик без накида. Далее, видите, вот у нас галочка первая, значит мы опускаемся сюда до белого ряда и провязываем точно такую же галочку. Есть. Следующий столбик, зелененький столбик обычный без накида. Следующая вот такая вот галочка до белого ряда. Понятно, да? Все. И получается, ваша сейчас задача повторить все то же самое, что мы с вами провязывали. То есть вы сейчас провязываете галочками в одну сторону, возвращаетесь столбиками без накида. Угу. Далее 2 ряда у вас идут зелененькими ниточками, столбики без накида туда, обратно. Угу. Далее вы начинаете провязывать вот такие вот интересные столбики, да, цепляетесь вот за эти галочки, беленькая ниточка, вернулись столбиками без накида. Понятно? То есть дальше идет только повторение. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, да, если вдруг что-то подзабудете, смотрите, повторяйте. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Получается, мы с вами провязали вертикальный раппорт, да, один. И вот еще 2 дополнительных. Вот так это будет выглядеть. Так, то есть 3 раппорта уже принцип узорчика понятен. Красота у нас получается сегодня односторонняя. С другой стороны у нас изнаночка, она обычная, простая. Вот так вот по итогу получается. Очень просто, незатейливо. Смотрите, пока вязала, думала, возможно, не только зеленую ниточку, да, как я вот пустила, а можно же разноцветную. Получается 2 ряда одним цветом, 2 ряда другим цветом, третьим, четвертым, да, для контраста белый может быть, а может быть черный, а может быть темно-синий, да. То есть вы можете менять в любом вашем усмотрении, как захотите, именно расположение ниточек, где будет светлые, где темные, одинаковые или разные и так далее. Ну, конечно, в первую очередь, в силу того, что узорчик очень плотный, смотрите, он очень плотный, он не тянется, видите. Плед, может быть, кардиганчик, может быть, коврик.
если у вас есть полиэфирный шнур, да, полипропиленовый, может быть даже и сумочка, да, то есть как бы смотрите на ваше усмотрение. Если вы вязали данным узорчиком, пишите, нам интересно, что вы вязали данным узорчиком. Если не вязали, подбрасывайте идейки, нам тоже будет интересно, из каких ниточек лучше связать, что в итоге можно придумать. Давайте замеряем красоту. Я сегодня, получается, набирала 31 воздушную петельку. И если же этой же пряжи, этим же крючком, этой же плотностью вязания, то в моем случае это, ну вот практически 20 сантиметров, да, 19 с хвостиком. А тут получается у нас 2 ряда зеленым, 2 ряда белым. 2 ряда зеленым, 2 ряда белым. Это получается 8 рядочков. То есть вертикальный раппорт 8 рядочков. Это 24, да, у меня получается. И первый наборный 25. 25 рядочков, это всего лишь 9 сантиметров. То есть узорчик очень-очень плотный. Вот такая красота. Видите? И по идее это и не сложно, да? То есть ничего такого сверхъестественного здесь нет. Хотела для сравнения показать вам еще один узорчик. Он уже есть на канале. Я на него здесь сверху оставлю, вот здесь вот сверху оставлю ссылочку. Смотрите, вот такой вот. Помните, вязали, да? Вот так вот его можно, вот так вот его можно. То есть он получается тоже односторонний. Изнаночка у него вот такая интересная. А это лицевая сторона, да? То есть точно такие же галочки, но немножечко по-другому вязание и уже по-другому смотрится. Поэтому пробуйте, вяжите. Вот. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Колокольчик должен быть самый верхний, самый темный. Угу. И делитесь с друзьями-подружками, а также нажимайте на плюсик под видео, так вы сохраните в свои плейлисты видео, можете посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек, встретимся в новых видео, пока-пока!